Всех приветствую. Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар. И сегодня у нас DR Survival. Наступил новый ивент. Ну, как новый ивент? Он старый ивент, но для меня он считается новым ивентом. Ивент называется «Контрабанда». Я так думаю, что у нас будет достаточно хотя бы 1 или 2 недели отдыха от ивента Эмбы, но, видимо, разработчики решили, что не время отдыхать. Давайте мы сегодня посмотрим, что из себя представляет данный ивент, что в нем есть интересненького, что в нем есть жирненького. А вы, уважаемые подписчики, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну и, конечно же, пишем в комментариях, что интересного, что лучше всего в первую очередь выбить, на что требуется обратить внимание, и в дальнейшее будем непосредственно проходить данный ивент. Ну что ж, поехали. У нас получается, что нового в этой версии тут полностью описано. Пишется первое, что начинается новое событие. В нем будет контрабанда западного оружия, свежий взгляд на старых противников и новый сюжет. Интересно, то есть что-то новенькое будет или все то же самое старенькое? Но типа новенькое. Хорошо, идем дальше. Помогайте контрабандистке Герди и пороховому комбинату, чтобы получить западное снаряжение и финальные награды сюжета «Новый транспорт». Мы добавили тематические облики для объектов лагеря. Они дают особые эффекты и предметы. Соберите их всех, и геймплей станет интереснее и разнообразнее. Понятно. Проходите задания и локации на карте, чтобы получить серебряные жетоны и открывать главы сюжета. Излишек серебряных жетонов можно продать торговцу в окне события. У него в ассортименте новые тематические предметы. Ну, насторегает мне слово «новое», потому что, когда вы, разработчики, пишете что-то новое, конечно, игроки начинают очень сильно их задевать, потому что порой они все те же самые старые, повторяющиеся э, э, тематические предметы, которые были до этого. Хорошо, идем дальше. Тем, кто проходил сюжет в прошлом году, мы предлагаем сделать это снова. Но для таких игроков цена заданий сюжет значительно снижена. А также вместо старых наград, которые у них уже есть, они будут получать компенсацию в виде обликов для лагеря. Для открытия лутбоксов потребуются золотые жетоны. Ищите особые предметы в городских локациях, сдавайте их в окне события, получайте жетоны, открывайте лутбоксы и забирайте уникальные награды. Мы добавили новое оружие не только в боевой пропуск, но и в лутбоксы. Выбейте все новинки и опробуйте их на поле боя. Доступен новый полный комплект обликов для лагеря. Соберите облик для каждой постройки, и они обретут не только неповторимый вид, но и помогут вам в выживании своими особыми свойствами и рецептами крафтов, говорится здесь. Ну что ж, давайте взглянем, посмотрим, что из себя полностью представляет данным характерные вещи. Ну, перед тем, как наступим, вначале мы законно заберем свою почтовую, как говорится, посылку. Так, а, не понял, а почему боепропуск у меня? Вот сейчас будет обновление, видимо. Событие завершено, время прохождения боевого пропуска заканчивается. А, не понял. Что тут не так? Почему до сих пор у меня старый пропуск? Ну, может быть, что-то сейчас должно произойти. Я думаю, версия свежая, 910. Ладно, не будем на этом задерживаться. Давайте посмотрим внутри, что у нас ожидает. Так, контрабанда, получается, у нас рассчитана на 50 дней. 1 месяц, 20 дней у нас есть на ее прохождение. Так, hello, э, Геноси или Геноси. Готов встретиться с контрабандистами и комбинатом. Начинается нашествие безумцев. Тебя ждет 5 глав сюжета, лутбоксы с новым оружием, другие снаряжением, комплекты новых обликов для лагеря. Хорошо, давайте нажимаем «Понятно». Так, здесь что у нас? Все то же самое. Проходите задания на карте, получайте серебряные жетоны, получайте задания сюжета, сражайтесь с боссом и получайте награду и так далее. А что дальше? Обыскивайте города, сдавай предметы, получай жетоны, открывай лутбоксы, получай награды. События карточки обликов украшает лагерь, получай бонус. Вот таким образом у нас должен получаться
в конце э, лагерь. Понятно. Идем дальше. О, первое знакомство с Персгердой, да, у нас? Рядом со мной остановился необычный грузовик. Из кабины ко мне обратилась женщина с заметным немецким акцентом. Нужен боец для каждого дела. Предлагаю cooperation. Как это сотрудничество? Прикроешь меня, получишь доступ к западному снаряжению, я им торгую. Оружие, боеприпасы. Панзер Вест. Что скажешь? Энди Хок, откуда у тебя западная снаряга? Давай с этого начнем. Запад, откуда еще? Я заниматься контрабандой. Кстати, хочешь полезный совет в качестве аванса? В городах заглядывай в типографии. Контрабандисты часто делают там схроны. Мародеры по типографии не ходят. Логично. Ладно, я в деле. Гуд. Я должна скоро встретиться с покупателем. Он жалуется, что у него нехорошие предчувствия. Перед встречей нужно понять, что происходит. Осмотрись, поговори с людьми. Многие встревожены. По рукам, говорится здесь. Сэр Гуд, обратить особое внимание на организацию пороховых комбинат. В городах они занимают пожарные станции и, возможно, найдут для тебя работу. До связи. Auf Wiedersehen. Фролин, да, там не хватает. Хорошо. Что тут у нас имеется? Мы тут видим, получается, двух героев. У нас имеется Герда и, видимо, какой-то с правой стороны участник нашей стороны. Так, что здесь за награда находится? Выполняйте задание, получаете так. Мы получим какую-то поставку комбината. Это пороховой комбинат делится ресурсами снабжения со своими союзниками, и часто такие ящики попадают в руки контрабандистов. Получаем второй ящик, потом мы получаем рацию Дельта G. Работает только на одной неизвестной частоте. Приключение привлекает безумцев, ясно. Потом фиолетовый лутбокс. И самый финальный мы можем получить фурию. Знаменитый грузовик, на котором Герда исколесила всю Европу. Теперь твоя очередь покорять разрушенный мир. Что-то нам дает. Переносимый вес 6 тонн, скорость по 677, скорость по бездорожью 61, расход топлива 100 на 15 литров. Ну, так себе, можно сказать, это фурия. Кушает, конечно, она прилично. Так, у нас есть задание, у нас есть что-то получить. Давайте понажимаем на кнопки. Здесь что у нас? Это обычное выполнение задания. Ага, понятно, мы поняли. Туда нужно сейчас направляться. Подожди. Светлый — это, как обычный, обмен жетонами. То есть, получается, мы убиваем, получаем перстни и меняем на те жетоны, которые нам есть. Есть серебряные жетоны, которые для заданий, есть золотые жетоны для получения э, торговцев, если не ошибаюсь, да, получается? Ага, понятно. Это получается, мы можем с вами выкупить то, что нам необходимо. Так, подожди, а можно почитать, что тут написано? У нас жетонов нету. Так, получается, тут мы видим и интересные вещи. Энергетик мы видим. Также мы видим интересный бронежилетик. Это у нас что? Видим призыв какого-нибудь дополнительного напарника. Ну, остальное все так же себе можно назвать, да? Мгм. А это можно купить за... А, нет, это все так же стоит. Те же самые жетоны, по-моему. И ясно. Давайте дальше посмотрим. Магазин, торговец. Так, это у нас торговец. А в магазине что там у нас есть? Так, смотрим контейнеры контрабандистов. Нас это большинство интересует. Так, открыть первый контейнер контрабандиста. Что тут у нас есть такое? Так, смотрим. Это фасоль, да, у нас? Консервированные бобы. Действительно бобы. Палатку на ночь лучше приоткрыть. Сытная еда. Так, что нам дает? Мы не сможем, да, посмотреть? Да, мы пока не сможем посмотреть. Флеха цепляет противнику в широком радиусе. Граната от длины 2 урона, дальность 4. Эффект, ну, понятно. Байрат. Интересненько. Получается, радиация минус 20, да, мы можем использовать. Хорошо, снеки. Шоколадные батончики. Это очень хорошо. А по поводу стигмы 5. Высокая дальность броска. Пораженные цели будут получать больше урона от контрабандного оружия. Характеристики этого предмета ограничены вашим уровнем выжившего. Взрывчатка. Дальность 6.
Ага, наведение огня 100%. М, Интересно, пока непонятно, как она полностью работает, но очень далеко можно ее, получается, запульнить. Фляга контрабандиста. Вот, это очень интересная вещь. Как раз 100 для воды получается, и еще плюс одну энергию нам полностью даст. Да, где-то была эта фляга, когда я проходил на самых начальных этапах. Все время было проблемы с водой. Хорошо, фонарь контрабандиста, но это не уже нам не интересно. Успешность поиска плюс 30%. Разгрузка диверсанта — это не бикини, а разгрузочный жилет уникальной конструкции, повышающий твою боевую эффективность. Переносимый вес 20 килограмм, лимит оружия в бою плюс один. Уху. Уху. Максимум очков действия плюс один. Дальность перемещения в бою плюс один. Я уже ее хочу сразу же заполучить. Не знаю, но я хочу ее сразу заполучить. Вот это то, что мне нужно. Это мы в первую очередь должны отсюда вытащить. С этого контейнера контрабандиста. Хорошо, мы поняли. Сразу отмечаем галочкой. Идем дальше. У нас с вами тут есть 5 видов оружия. Давайте взглянем, что они себя полностью представляют. Пуск 6. Накроет всех врагов за любыми препятствиями с поразительной скоростью. Характеристики этого предмета ограничены вашим уровнем выжившего. Это взрывчатка, это гранатомет у нас с вами. Урон, ну, так как и все. Дальность 6, как и все. Очки действия 2. Контузию она дает на 100%. Ага, это то же самое, что получается у нас есть не винтовка, а винчестер, получается, новогодний. Который тоже, дробовик новогодний, который у нас есть, тоже дает контузии, тоже дает 2 очка. Ну, пока оставляем на потом. Он пока не интересен. Идем дальше. Z9. Лучший друг маневренного бойца. Передвигайся и ворачивайся, расстреливая противников. Пистолет 938 1250. 2 очка, дальность 4. Пистолетные патроны используют. Ну, не знаю. Ну, можно посмотреть. Если за место пистолета ее держать, это получится самый убойный пистолет, да, у нас будет с вами? Если не ошибаюсь, сам максимальный пистолет, который у нас там имеется, он где-то в районе 600-700 дает нам возможность. А здесь получается почти 1250, и при этом 2 очка. Ладно, пока мы тоже воздержимся от этого. Здесь отбойник. Хорош в уличных боях, выхватил, завалил, главаря задел сообщников, уже справляется с броней. Так, это у нас получается с вами дробовик, да? Урон у нас 650-713, дальность 4, очки действия 1. Наносимый урон по броне минус 25%. Здесь всего лишь одно очко действия дается, да, получается? И мы можем его использовать для кучности стрельбы. Ну ладно, пока посмотрим тоже. Это, видимо, тактически нужно его где-то использовать, но пока он не так сильно интересен нам в первую очередь. Одинаково мощно бьет по цели и по тем, кто стоит рядом с ней, рекомендуется использовать против врагов без брони. Ага, характеристики этого предмета ограничены вашим уровнем выжившего. Доброви- Дробовик получается 1900, дальность 6, это очень далеко для дробовиков. Очки действия 2, но наносимый урон по броне минус 25% получается, да? Если у нас будет без брони, то здесь мы должны вычесть 1/4 часть от того, что здесь у нас имеется. То есть получается здесь как минимум 300 у нас уйдет, если будет в броне находиться, да? Ага, ну понятно, понятно. Ну, это уже лучший вариант. То есть из этого ящика дециматор — это хороший вариант. Так что мы тоже делаем на него галочку. Сразу на него ставим глаз, чтобы мы могли отсюда его заполучить. Ну, что касается по поводу теперь винтовки. Беллоу Чау называется снайперская винтовка. Винтовка хладнокровного снайпера. Если в предыдущем ходу не было передвижения, урон и меткость значительно увеличивается. Ого, если ты не движешься, получается, у тебя есть какой-то баф. Хорошо, винтовка 1750.
2000, очки действия 4. Ну, это слишком много. Ну, реально, слишком много. Дальность 7, она этого не стоит. Очки 4, слишком много она забирает. Я лучше Гаусс возьму, она намного лучше будет, и больше мы можем нанести поражение, чем с этой винтовки. Таким образом, какой приговор этому контейнеру мы с вами сделаем? В первую очередь я хочу получать разгрузку. Это самое первое, что я хочу заполучить из этого контейнера. Не 2%, а 5% хочу получить. Получается, чтобы за это получить, мы должны с вами 20. Это 60 открытия. Это если мы будем с вами читать 60 гарантийных открытия. Я так думаю, мы должны успеть, по крайней мере, за первый круг. Мы с вами должны его заполучить. Это получается 50, да, у нас? Это 2 раза мы можем получить. Но я так думаю, что игра нам не даст 2 раза, поэтому где-то на 60 мы с вами остановимся. И по двойке то, что она даст, то даст. Не так уж важно. Из этих всех 5 видов оружия мне только нравится дециматор, а остальные пока так себе. Ну, можно обратить еще внимание на Z9. Ну, посмотрим. Ну, в первую очередь хочу получить разгрузку, так что мы отмечаем этот момент. Идем к следующему контейнеру. Контейнер комбинат называется. Давайте взглянем, что здесь у нас интересного есть. Так, это что за металлоискатель? Находит скрытые в земле металлические изделия и детали, но это не быстрый процесс, говорится здесь. М, Напишите, пожалуйста, в комментарии, что она реально дает, что мы находим. Либо вообще она нужная вещь или ненужная вещь. Что-то непонятно. Так написано очень красиво, но непонятно. Так, дальше идем. Бензопила Рикьявик. Скандинавская надежность плюс европейская эффективность равно ускорению добычи дров. Ну это может быть что-то интересненькое для добычи дров. Ну хотя у меня есть бензопила, не знаю. Пока не знаю. Не привлекает. Давайте посмотрим из оружия, что здесь может есть интересно. Секач. Кураж битвы опьяняет с каждым выстрелом. Старые раны забудутся, а новые покажутся мелочи. Философия пошла. Пулемет 980, 1348, очки действия 2. Ну, для пулемета, конечно, могу что сказать. Очки действия 2. Это хорошо, конечно. Ну, такой урон и пользоваться с этим пулеметом, ну, не знаю, ребята. Когда у тебя есть другие виды оружия, но он не так интересен, который бы хотелось бы его заполучить. Ладно, мы его оставляем. Дальше идем. Арбалет Рэмбо. Оружие свирепого мстителя. Кровотечения будут все страшнее с каждым выстрелом. Арбалет получается 2 очка. 1300. 925. Эффекты кровопотери 100%. И 3 болта у нас уходят арбалетные, да? Ну, не знаю. Пока надо подумать. Надо пока подумать. Не так сильно привлекает. Стервятник. Отличные показатели для добивания уже задетых целей. Автомат. Для автомата это хорошо. 1400-1800. 2 очки действия. Очки действия. Наносимый урон по цели с полным здоровьем и броней минус 30%. Наносимый урон по цели с полным здоровьем и броней минус 30%. Это получается, мы должны вначале его ранить, а потом уже, получается, эффекта этого не будет. И тогда, получается, урон можно будет работать. Ладненько. Посмотрим дальше, что у нас есть. Тайфун. Пулемет. Все так же. Пулемет, доводящий дело до конца, каждый последующий выстрел в одну и ту же цель имеет повышенный урон. Пулемет 980, 1400, дальность 5, очки действия 2. Ну, не знаю, не знаю. РГ Цикута. Цикута, да, если не ошибаюсь. Поражает группу врагов особым химическим составом, из-за которого лечением будет переводиться для них в урон. Взрывчатка, гранатомет. Так, очки действия 3 у нас. Отравление метаболизма, получается. Ну, вот это более-менее из тех вариантов, которые у нас с вами есть. Можно его заполучить, а остальные я не знаю. Стервятник.
Ну, если так посмотреть, то я бы этот ящик самый последний пока бы открывал, потому что здесь ничего мне не интересно, кроме этого металлоискателя. Что он себя представляет, я даже не представляю. Нужно и не нужно, посмотрим. Но в этом ящике ничего ценного для меня, по крайней мере, по-моему, нету. Я посмотрел различные, получается, показатели, которые здесь есть, они не так уж интересны. Давайте посмотрим дальше. Контейнер интенданта, который у нас с вами есть. Это уже получает те же самые облики, да, у нас, которые есть. Сейчас мы с вами отдельно как раз их и посмотрим. Так, что касается по поводу награды за просмотр. Э, нет, мы смотреть пока не будем. Боевой пропуск имеется в виду. Давайте посмотрим, что там у нас с вами есть. Чем же они нас с вами порадуют? Так, у нас есть с вами, как обычно, боевой пропуск. Так, у нас есть самое первое, если мы берем, например, покупаем пропуск, то здесь получается следующее. Пистолет Тореро. Мощный выстрел отбросит цель на несколько клеток. Рекомендуется использовать против врагов ближнего боя. Для пистолета это очень хорошо. 1563. Дальность 7. Да это почти как снайперская винтовка, прям в одной руке. Очки действия 2. Пистолетный патрон. Но это очень хороший патрон. Пистолет, точнее, хочу сказать. Поэтому, да, интересно. Интересная пушечка. Хорошая. Так, давайте дальше посмотрим, что здесь у нас еще интересного есть. Здесь, по-моему, у нас с вами ничего дальше интересного нет. Ага. Здесь, получается, в конце можно получить горизонт, автомат 1350, 2100 75, получается, очки действия 2. Автомат с рекордной дальнобойностью, но высоким разбросом пуль, точность понижена, говорится здесь. Да, дальнобойность, конечно, очень высокая, то есть издалека можно стрелять именно с этим автоматом. Ну, так, пойдет интересно, если посмотреть. Не сказал бы, что очень классно, но пистолет очень хороший. Дальше, что мы можем получить за полностью выполнение всего боевого пропуска? Получается, пастух называется у нас бронька, получает 4% сопротивления урона за каждого союзника в бою, вплоть до 16%. Не понял, в смысле получает 4% сопротивления... сопротивление урона за каждого союзника в бою, вплоть до 16%. Получается, если мы с вами выпускаем 4, например, снеговика, это же 4 же получается союзника. И получается, мы получаем 16% сопротивления урону. Характеристики этого предмета, ну, понятно, ограниченная броня 2100, сопротивление радиации плюс 2, способность пастух 4% получаемого урона за каждого союзника в бою. Не знаю вообще, зачем это нужно. Эта броня, даже не представляю, как ей пользоваться. И почему называется именно пастухом, ну, непонятно. Ладно, тоже напишите в комментарии вообще, кто-то получал эту броню, зачем она нужна и чем она интересна. Так, что у нас тут есть? Как обычно у нас потратить золотой жетон, создать 50 любых предметов на верстаке. Здесь можно за рекламу это все полностью поменять. Отлично. Здесь что у нас? Первый забираем. Так, провести в игре 30 минут, получите золотой жетон, обыскать, проехать, победить, получить и так далее. Мы можем сразу заполучить. Давайте мы сразу забираемся здесь. Ладно, боевой пропуск мы с вами посмотрели. Что мы еще с вами должны посмотреть? Мы должны посмотреть именно базы. Базы, еще раз, базы. Так, получается, сейчас минутку я дам маленькое задание, пускай сейф вскрывает. Здесь, как обычно, у нас с вами, пускай металлолом расплавляют. Здесь мы сейчас загрузим. Так, давай спиртом. Так, здесь, получается, 300 у нас с вами есть. Это отлично. Ну, думаю, пока все, работу можно здесь пока не делать. Так, облики. Что с обликами у нас? Давайте, порадуйте меня, как это будет выглядеть, если мы возьмем... целая пустыня. Менять внешность всего окружения лагеря. То есть в окружении у нас будет целая пустыня. Но вот этот вариант мне тоже более-менее очень сильно нравится. По крайней мере, из того, что у нас имеется. Мне нравится также вот этот очень сильно, обитель мглы. И нравится вот этот замерзшая стоянка.
тоже очень классная. Так, место отдыха. У нас есть, получается, вот такая палатка Хамси называется. Долгий сон дает отдых контрабандиста. Он увеличивает успешность поиска и скорость транспорта. М, Успешность поиска и скорость транспорта. Ну, для новичков, которые только-только начинают, это хороший вариант, особенно успешность поиска. Это прям нужный вариант, когда ты сидишь с фонариком с 20%, это как раз то, что нужно. Ладно, идем дальше. Верстак. Что у нас по верстаку? Верстак оружейника позволяет создавать гранаты, питчеры и фальшфейры на верстаке. М, Ну, можно. Да, гранаты, конечно, далеко можно метнуть, но у них урон очень низкий. Я лучше буду пользоваться другими. Фейерверки у нас есть. Они тоже очень классные, они намного лучше. Ну ладно. Может, кто-то еще не проходил Новый год ивент, у них этого, видимо, нету, но для тех ребят, кто только начинает, это тоже хороший вариант, который у них полностью имеется. Так, идем дальше. Привал контрабандиста у нас костер. Позволяет использовать порох в качестве топлива. Он дает больше огня, чем уголь. Вот это уже хороший вариант. То есть, получается, тоже один из вариантов, которым можно воспользоваться. Порох, конечно, у нас очень много выпало, если не ошибаюсь, с ивента китайского Нового года. И здесь тоже можно им воспользоваться. На начальных этапе это очень затратный ресурс, так как вы будете делать патроны, а патроны у вас на начальных этапах не так уж и много будут. Ну, поэтому, получается, это в основном для среднячков, я бы так сказал, облик, который будет необходим. Так, полевой гриль позволяет создавать шоколадный батончик на кухне. Вот это и я хочу заполучить. Я хочу сделать шоколадных батончиков больше 1000 штук. Потому что мне всего лишь один шоколадный батончик здесь находится. Сейчас я покажу его. Мне дал наш подписчик. Я его до сих пор храню. Вот этот шоколадный батончик, который у нас есть. В чем его эффект? Стартовые очки действия плюс 2. Представляете, съели шоколадный, и у вас уже плюс 2 очка у вас внутри уже имеется. Поэтому это очень и очень классная вещь. Так что мы в первую очередь будем его качать. Так, ну как мы будем в первую очередь его качать, конечно, как получится облик открывать, но я бы хотел бы его заполучить. То есть я хочу, чтобы он был непосредственно в нашей коллекции. Идем дальше. Химлаборатория, что у нас имеется? Позволяет создавать стимулятор Эврикогнол. Я же правильно, да, назвал? Химлаборатория. А что означает Эврикогнол? Это случайно не вот этот, который фиолетовые э, пузырьки, не пузырьки, а как называется? Так, сейчас подождите. Торговец. Вот эти. Не это случайная вещь? А может быть, я ошибаюсь? Или вот это может быть? Ну да, посмотрим, что из себя представляет, но пока не понял, непонятно. Идем дальше. Плавильня. Так. Позволяет при выплавке стали получать на 1 единице стали больше. Ну, так себе. Ну, не знаю. Позволяет при выплавке стали получать на 1 сталь единицу больше. То есть, получается, если я делаю сталь в количестве 20 штук, то я получу +1 к этой стали. Ну нет, не пойдет. Так, что здесь дальше? Дубильня. Позволяет создавать тряпье из ниток и палок дубильни. Вот что получается. Я помню, когда я играл, получается, мы когда дошли с вами до Твери, потом дошли до Тулы, я, по-моему, очень долго жаловался на то, что не хватает тряпок. А теперь сейчас, получается, можно из этих тряпки делать. Называется деним-машина. Позволяет создавать тряпье из ниток и палок дубильни. Ну, могу сказать, что это необходимая вещь. Да, такая в обиходе нужно это ее иметь. То есть, получается, это уже на с вами третий облик, который из всех перечисленных нам нужно, по крайней мере, заполучить. Дальше, самогонный аппарат. Давайте посмотрим. Позволяет создавать контрабандист
контрабандные виски на самогонном аппарате. Ну, это 100% мы тоже берем. Все равно нужно. У нас есть и рисовое вино у нас есть. У нас теперь контрабандные виски должно быть. Здесь красное вино у нас имеется. Так что хотим, не хотим, мы тоже должны его заполучить. Это 4-й облик получается. По поводу генератора, получается, у нас бензин и дизель дают на 20% больше электричества на генераторе. То есть, получается, здесь мы должны тратить бензин и дизель. Но они очень дорогие вещи. Так что мы от него, по крайней мере, откажемся. Ну, как откажемся? Ну, не интересен он пока нам, для нашей коллекции. И взломать и читать, получается, у нас позволяет открывать с повышенной добычей ящики с контрабандой вместе для взлома и чтения. Позволяет открывать с повышенной добычей ящики с контрабандой вместе для взлома и чтения. Ну это как обычно все остальные вот эти тоже. Повышенная добыча, герметические кейсы, а здесь ящики контрабанды, которые есть. Ну так себе. Итого, вердикт. Получается, мы должны самогонный аппарат заполучить, мы должны получить деним машину, которая тут имеется. Также мы должны заполучить прям в первую очередь должны получить полевой гриль, который здесь у нас имеется. И здесь мы должны заполучить, сейчас скажу, вот эту, получается, стоянку в песках. Но стоянку в песках мы по-любому, в первую очередь, мы ее заполучим, потому что ее всегда очень много тут имеется. Так, давайте теперь, получается, посмотрим, что у нас дальше. Посмотрим, какие здесь есть интересные вещи. Так, я думаю, получается, города все обновились, да, у нас? Давайте посмотрим. Зайдем внутрь. Город у нас... Да, города все обратно обновились. Можно обратно все их лутать. Так, здесь мы делаем следующим моментом. Здесь нам нужно удалить все. Да, удаляем все, что у нас имеется. Чистим всю нашу карту. Потому что до этого мы карту очень сильно ее измазали. Так, и здесь начинаются новые вещи. Давайте посмотрим, что внутри у нас есть в постройках. Где-то говорят, что-то здесь что-то есть. Вот вижу, здесь есть. Ну, давайте туда съездим, посмотрим, что нас там внутри ожидает. Какие соперники, какие интересные граждане. Так, здесь тоже что-то изменилось у нас. И здесь. Давайте вначале сюда заедем, посмотрим, что внутри у нас есть. Так, здесь что у нас? Ага. Ой-ой-ой-ой, это у нас питчер. Вот эти гранаты нам нужно в большом количестве, да? Либо мы будем по старинке так все полностью взрывать. Здесь у нас с вами есть интересные вещи. Так, давайте мы прожектор используем. Итого нам дается всего лишь здесь 91%. Нас это не устраивает. И поэтому мы воспользуемся удар бубном. Танец полярного света мы вставляем. И в итоге даже при ионике в 91% нам с вами дают. И здесь мы с вами, конечно, добываем, получаем 100% вариант. Так, мы его скрываем, открываем. Так, смотрим, что это у нас. Это фальшфейер. Успешность поиска 50% ясника. Это, вот это стимулятор Эврикогнол. Снимает усталость, улучшает внимание, концентрацию, прыщи не лечит. Стимулятор. Так, успешность поиска. Успешность поиска плюс 15%. Количество собираемых трав и грибов и ягод 50%. То есть, получается, мы теперь бубен можем не использовать, а просто его закинуть на 5 часов. Очень хороший вариант. Есть даже снейки у нас рядом. Ладно, скрываем этот сейф комбината. Что там внутри у нас ожидает? Здесь получается так. Так, подожди. Подождите. Сейчас мы это все ускорим. Так, это мы сделаем. Забрать. И мы сейчас его откроем. Так, тоже вскрываем. И что внутри у нас есть? Забрать. Игральные карты. Шоколадный батончик. Кубинская сигара. Перстень бойца. И все. И все? Но это как-то не густо. А где мы должны когда получать свои облики? Сейчас, подождите. Мы должны узнать, где мы должны заполучить свои облики. Так, внизу что-то есть еще похожее на такие интересные местоположения. Так, получается, здесь на такой карте у нас 3
места у нас есть, в которых мы можем с вами заполучить. О, а это что за кастет командира? Пороховой комбинат борется с разрушившимися безумцами, и многие погибли в этих операциях. Теперь комбинат платит жетоны за утерянные знаки отличия. А своих бойцов их можно найти в разрушенных городах. Ага, понятно. Ну, давайте мы сейчас все заполучим, что здесь у нас есть. Вот эти контейнеры мне до сих пор так и непонятны. Ладно, мы запускаем. Пускай пока он открывает. Так, думаю, что ничего страшного. Здесь мы обратно все собираем. И дальше мы идем к следующей позиции. Пожарные части. Есть у нас две пожарные части. Сейчас мы их быстро зачистим. Эти пожарные части. Мы пока имеются бафы. Сейчас быстро всех соберем. Так, мы собрали. Больше же здесь нигде нет у нас ничего такого, да? Нету такого. Ладно, заходим в первую, получается, пожарку. Разберемся в этой пожарке. Боец комбината. Стоило только войти, как кто-то схватил меня за плечо. Это был боец комбината. Уже легко раненый и серьезно напуганный. Оружие есть? Отлично. Присоединяйся, мы тут безумцев крошим. Со всех сторон навались, лезут и лезут. Наверное, их свет привлекает. Поможешь отбиться, пустим тебя в склад внизу. Забирай, что найдешь. Хорошо. Так, заходим. Кстати, в руках он держит Z9, да, получается у нас? Так, у нас тут новые соперники, новые, получается, использование возможностей тактических видов оружия и так далее. Так, получается, мы берем с вами, давайте автомат возьмем. У нас есть пистолет, у нас есть винтовка. И возьмем что-нибудь еще для удержания. А для удержания у нас есть с вами фейерверки, да? Ну, давайте возьмем хотя бы фейерверк. Посмотрим, как она сейчас поработает. Так как у нас безумцев большое количество, сами видите, что у нас тут находится. Каждого мы скрывать, по-моему, не будем. Понятно, что из себя они представляют. В первую очередь нам нужно сейчас с вами как можно больше всех их удержать. А как их удержать, непонятно. Так, понятно, что получается, кто дальность бьет химика, мы с вами должны... Так. Ну, мы забрали. Так, здесь что еще у нас? Уходим вправо или уходим влево? Давайте в эту сторону мы пойдем. Дорогой, мы должны тебя ликвидировать. Мы не получится нас ликвидировать. Ладно, пропускаем ход. Я забыл про нашу генку. Сейчас, подожди. Где-то же, где-то. Давай мы вот этого... Уходим назад. Я совсем забыл, что у нас винтовка может стрелять. Точно. О, это какой-то бронированный у нас получается. Безумец-живодер. Ага. Кстати, я забыл совсем про то, что здесь нужно нас и дальше. Ну ладно. Самое главное, они же теперь не кислотой же нас не обливают, так что можно добивать. Так, мы бьем так. Ходим в эту сторону. И получается сделаем вот так. Все-таки на них все полностью действует. Это хорошо. Это очень и очень хорошо. Пропускаем. Так, дальше по поводу лечения, если у них будет. Метаболизм нам нужно немножко снизить. Давайте сюда стрелим. Лишний не помешает. Уходи сюда. Но соперники очень серьезные. Их еще большое количество, поэтому надо разрабатывать новые тактические возможности. Посмотреть, что с собой еще взять, что нужно перетаскивать. Так, давай сразу бахнем сюда. Двоих сразу заберем. И еще раз обездвижим. Конец хода. Все, пошли зубами теперь. Так, мы должны забрать безумца-живодера.
Так что давайте аккуратненько. Так, я так думаю, вы сможете его, да, добить полностью. И мы сейчас добьем с вами и Мика. И нам нужно как-то в дальней части обездвижить очередного участника, да, у нас. Давай мы когда сюда сразу ударим, прямо в него. И заберем этого сразу же. Все идеально. Он... это мой химичный, получается. Это мой эффект. Хорошо, и мы пропускаем следующий ход. Так, здесь, получается, нужно теперь брать оружие, которое бьет по броне. Понятно. А то у нас оружие, которое нету броньки, поэтому мы немножко здесь медленно продвигаемся. Так, уходим. Ну, зачем ты прошел через это? Таким образом, и мы сейчас в данный момент... А мы можем его сразу нейротоксинами? Нет, не получится. Ну, когда хотя бы так сделаем. Уходи в эту сторону. Вот и все. Ну, соперники хорошие, хорошие соперники. Так, здесь у нас 100% везде. Все обратно ищем, все собираем. Все делаем. Так, давайте еще одну мы зачистим. Посмотрим еще второй вариант. То же самое здесь получается, то же самый текст мы с вами видим. И давайте выберем теперь совсем по-другому оружие, которое у нас с вами могло бы воспользоваться. Так, ближний бой будет? Будет ближний бой. Так, мы выбираем, когда ставим нашу любимую кувалду. Раз. Так, получается, пистолет. Мы меняем этот пистолет, меняем на вот этот пистолет, который у нас с вами есть. Также винтовку я трогать не буду, пускай стоит гаусс. Так, у нас есть. Дальность мы можем отбить. И получается, удержание в виде фейерверков мы будем с вами использовать. Остальное, я так думаю, пока не нужно. Так, что у нас есть? Да, остальное пока, видимо, не нужно. Давайте посмотрим в таком варианте, как это будет у нас сейчас с вами работать. Так, я так думаю, нужно прорваться к этой части. Здесь мы сейчас в ловушку попадем, да? Ладно, делаем так, делаем вот так. Теперь, получается, у нас есть возможность, и мы можем теперь выстрелить вот сюда, и можем выстрелить вот сюда. Так, мы удерживаем 6. И теперь нужно ликвидировать этих основных у нас гавриков, да? Ага. Давай вот так выстрелим. Здесь и так все у нас удерживается, все нормально, все отлично. Когда запускаем. Ну, слишком долго, слишком долго. Так, отправляем мы его в космос. Один улетел. Дальше, что у нас здесь имеется? Давайте дальние. Мы их остановим. Дальше проходим в эту сторону. И мы тоже полностью добиваем. Отлично. Просто перфект. Так, здесь теперь мы можем обездвижить. Пропускаем ход. Ну ты красавчик, ты мог бы в другую сторону пойти? Нет, обязательно на самую мину наступить. Ну ты даешь. Одного мы ликвидировали. Второго мы видим... надо контрабанду, то есть контратаку нужно будет полностью прокачать. Хорошо, давайте мы сейчас его ликвидируем. Там не так уж и много. Ты не смог сразу, да, его так уничтожить? Ладно, понятно. Здесь у нас ситуация как? Мы не можем, да, лазером одним ударом полностью его ликвидировать. Ладно, мы когда сделаем вот таким образом. Обездвижим для следующего нашего удара.
А здесь мы пока воспользуемся вот таким способом. Ага. Передвинули. И здесь давай мы его после сделаем. Там соперники прям серьезные. Он еще и лечиться умеет. Да уж. Так, давайте гаусом смотреть. Всех троих мы заберем. Нет, всех троих мы забрать не сможем. Это мы точно должны забрать. Так, мы должны сейчас стать так аккуратненько где-то в эту позицию мы должны встать. И давайте мы сейчас их обездвижим. Ха, ну, как-то так получается. Ну, видимо, нужно совсем другую тактику сейчас разрабатывать, чтобы мы могли с вами более эффективно с ними разбираться. Ну вот и все. Все, что требовалось доказать, мы все это сделали. Забираем их всех. Потом дальше мы посмотрим, что из себя они имеют. Так, сделаем таким образом. Так, мы здесь все, получается, с вами зачистили. Я так думаю, что здесь уже и так уже все понятно. Вот эти все обычные задания, они между собой почти повторяющиеся и так далее. Будем проходить, будем смотреть, будем изучать, что из себя полностью представляет. И будем собирать эти жетончики, которые необходимы для сбора, выполнения задания. Первое задание 1500 получается, нам нужно собрать и так далее. Посмотрим, сколько у нас найдет на это время, но максимально на все про все нам дается 50 дней. Ну что ж, я думаю, на этом мы с вами будем полностью прощаться. Обязательно не забывайте подписаться на канал, не забывайте нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну и также, если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк и пишем в комментариях. Если кто-то уже проходил, пишите, что интересного есть, что мы не то изучили, что нужно будет сделать, какие нужны интересные вещи. Ну, на этом все. Всем удачи, будем на связи. Всем всего доброго. Пока. Пока.